Приветствую вас, дорогие друзья, постоянные зрители канала Ева Оракула Таро и новые гости канала. С вами Ева. И сегодня на колоде Светлого Провидца, почему-то она сегодня попросилась на нашего героя, мы будем смотреть Павла Дурова, человека, которого знают все, практически все пользуются телеграммом в наше время. Поэтому сегодня мы посмотрим сильные стороны этого интересного человека. Уже настраиваюсь на него поток, знаете, такая очень приятная светлая энергия, она такая не тяжелая, она очень непростая, но она не тяжелая, я бы так сказала. Да, знаете, вот приятно, даже карты, вот как-то вот к ним какое-то такое легкое прикосновение, вообще такой, знаете, какой-то вот такой легкий ветерок, и не зря я записываю, знаете, такой в пространстве, я записываю это в мандариновом саду, то есть такой вот человек, знаете, человек абсолютный, как бы вот такой вот, это даже не свобода, это просто такое, знаете, вот такая жизнь, она такая очень такая, знаете, в какой-то таком легком потоке. И вообще мне идет самая первая его сильная сторона. Знаете, вот мне пришел, вот я не зря зашевелилась, помните фильм «Матрица», когда вот он уклонялся от вот этих вот пуль или что-то такое. То есть он настолько вот по жизни вот в таком вот идет, то есть он не будет встревать в какие-то, понимаете, он скорее уйдет от каких-то неприятностей, чем он будет как-то вот даже слово пачкаться, мараться, вот сюда под него не подходит, какие-то я бы лучше более, что ли, знаете, аккуратные слова подобрала, он не будет скорее с этим соприкасаться, даже вот так вот хочется сказать. То есть человек настолько, знаете, он как будто бы блюдет какое-то свое пространство, свою чистоту, и это как будто бы его не какая-то стратегия по жизни, какую он выработал, потому что ему там было что-то как-то некомфортно или что-то. Он сам по себе такой человек, то есть, как понимаете, можно сказать, что вот такой человек немножко социофоб, да, то есть он какой-то нелюдимый, он уходит от людей, он уходит не от людей, он уходит от каких-то я же говорю, от огня, вот как здесь же очень хорошо карта показывает, понимаете, вот он идет к свету, уходит от тех моментов, где может запахнуть жареным, то есть это касается людей и обстоятельств, то есть он будет не избегать этого, он не будет с этим бороться, он будет просто тихо уходить и идти к своему свету, к своим целям. На самом деле это очень сильная сторона, потому что видите, здесь рыцарь кубков выходит. Вот, кстати, интересно, даже внешне как будто бы на него похож, да? Потому что он очень чувствительный, тонкий человек, и его вообще интересует в жизни, знаете, вот ему нравится жить как-то вот легко. Я же говорю, что вот я как будто бы вот сейчас соприкоснулась с его энергией, как будто, вы знаете, вот руки мои стали там легче, карты как будто бы невесомые. Какое-то ощущение абсолютного, знаете, вот даже вот есть, не знаю, сейчас наверняка выйдет на него карта отшельника, там она на этой колоде, не зря эта колода попросилась. Вот он, это абсолютно карта, понимаете, про него. Очень светлые на него выходят энергии, он не будет встревать. Это, знаете, вот опять же, этот человек не избегает от людей, не потому, что он там люди ему неприятны или еще что-то. То есть он не бежит от кого-то, он бежит к себе, он идет к себе, он идет своим путем, он не хочет, чтобы его ничего отвлекало. Понимаете, это абсолютно. То есть человек достаточно внутри очень, я говорю, светлый, у него внутри достаточно, знаете, такие духовные, очень много таких вот для себя как бы стержней и ориентиров. У него есть своя цель, которую он даже не хочет, понимаете, вот это очень хорошо карта отражает то, что я вам хотела передать, кстати. Вот я не зря взяла именно сегодня эту колоду. Другая колода бы так хорошо не показала именно то, что я вижу, да, именно вам. И мне так сложно описать это словами. Я же говорю, то есть это даже для него не имеет никакого значения. Он знает, что это есть, он знает, что такие люди есть, он знает, что такие обстоятельства есть, он знает, что в мире много чего, что может принести тебе дискомфорт и помешать тебе идти к своим целям и вообще наслаждаться жизнью и сохранять свой внутренний покой. Понимаете, вот для него вот такой вот внутренний покой, какой-то внутреннее какой-то стержень, вот это состояние, для него это ценнее всего. Мне даже выходит, что это ценнее денег. Вот люди думают, что там для него там деньги, деньги, деньги. Нет, это человек, для которого вот стержень, свое какое-то гармония, свое состояние, это даже вот слово гармония тоже под него не подходит. Состояние какой-то ясности, состояние какой-то, знаете, вот внутренней такой вот какого вот единения, вот как здесь, понимаете, сохранение вот этого своего внутреннего света, своих идей, своей цели, чтобы ничего не отвлекало, понимаете? И это не потому, что я там от других людей отстраняюсь и считаю их какими-то ниже себя, да, как мы некоторых героев смотрели. Нет. Здесь абсолютно, то есть я просто вот так хочу жить, мне так комфортно, я живу, как мне удобно. У него как бы, его абсолютно, я же говорю, его абсолютно не волнует, что там как-то думает, и ему нужно время на свои состояния, на свою жизнь, и в принципе он, кстати, может быть таким немножко человеком, склонным к какой-то рефлексии, к таким каким-то депрессивным состоянием, да, слегка, то есть даже депрессивно не подходит. Скорее какая-то рефлексия, да, то есть какое-то философское настроение, и
ему вообще, в принципе, вот когда его дергают, когда его втягивают в какие-то вещи, ему это доставляет очень много дискомфорта. Поэтому вот он научился, в принципе, и живет он всегда, он, держа как бы свои границы и как бы выстраивая свою определенную как бы крепость, понимаете, какой-то такой мир. Это его сильная сторона, понимаете, он не будет как будто бы, вот я сейчас скажу, немножко не как бы он сказал, но вот по-своему скажу, как я это вижу. То есть он, он вот это поэтому идет, что как будто бы пули летят, а он как бы уклоняется вот так вот это очень мягко, понимаете, не сбегая, не дергаясь, ничего. А просто вот оно летит, там он как бы вот так вот отошел. Куда-то что-то летит, он так отошел. То есть он, это как бы даже ниже его достоинства, как бы, понимаете, это я так его говорю, да, то есть для него это нормально, а для него это как бы, ну что, я буду даже на это как-то реагировать или как-то соприкасаться с этим. Мне проще отодвинуться и уйти, и сохранить свое состояние. Вот это вот самая, на самом деле, его первая, самая сильная сторона. Человек, у которого есть свои цели, есть своя жизнь, есть свой путь, который он выбрал, тот ритм жизни, независимо от того, как живут другие, как это воспринимают другие, понимаете. И, кстати говоря, вот я смотрю, что он... Тут выходит карта влюбленная. Вот, смотрите. Вот это его состояние. Поэтому вот я же говорю, из-за того, что он такой, он, возможно, часто чувствует себя каким-то таким, не таким, как другие, там, каким-то таким, вот, знаете, каким-то изгоем. И сказать, что это как бы, это вызывает у него переживания, как бы, конечно, вызывает, наверное, переживания, то, что люди как-то это обсуждают, то, что это вообще кого-то касается. И вообще, как бы, вот человек, который хотел бы держать свою личную жизнь своими переживаниями, да, вот там не зря выходила такой жезлов, при себе, и он вообще не понимает, почему, почему это как бы и неэтично, да, влезть в это. Он это, для него это ясно. И ему, естественно, не хочется иметь дело с людьми, которым это не ясно. Понимаете, вот я бы так сказала, мягко. Вот потому что он очень мягко говорит. То есть у него нету никакой, знаете, ни агрессии, ни раздражения на других людей. Очень мягкое, деликатное такое, знаете, вот я же говорю, вот это идет такое движение. Я так и знала, что эта карта выйдет, Иерофант. Я же говорила. Иерофант, и там отшельник, кстати, вот похожая. То есть здесь Иерофант, здесь в начале лестницы, а отшельник, он там, точно выйдет еще. Потому что вот, кстати, видите, вот даже как он сидит, как он смеется, как вот он такой человек, понимаете. Для него есть какая-то высшая цель. Для него вообще все его продукты, деятельность, бизнес – это часть его духовного пути. И знаете, вот он делает бизнес для того, чтобы заработать деньги, он делает бизнес за идею. Его это раскрывает как сущность, он воспринимает это даже какой-то такой вызов, игру, как будто бы до чего-то докопаться, что-то разобрать, что-то интересно, что-то понять, что-то сделать лучше. И вот это и есть для него, понимаете, такой путь, его личный такой путь, понимаете, жизненный. И он видит в этом смысл. То есть для него вообще вот там финансовые блага – это, как, знаете, вот как само собой разумеющееся последствия того, что я делаю. Понимаете? То есть настоящий такой, знаете, вот он… Хотя я бы не сказала, что он прям творческий человек, но он человек, который ведомый своей идеей. Вот как вот его идея ведет, ему что-то интересно, он это делает. Причем это вот интересный такой человек, понимаете, который не запойный, как там, не знаю, как некоторые творцы, да, которые что-то творят, музыканты или там художники, архитекторы. Они вот запойные такие люди, они могут там вот начать погрузиться и там не спать, не есть, ни с кем не общаться. Вот как я тоже такой человек отчасти. Всю жизнь это пытаюсь как бы контролировать и уметь с этим жить, потому что такая нервная система. А у него нервная система немножко другая, понимаете? Он скорее такой человек, который просто делает что-то очень системно, очень постоянно, размеренно. Я же говорю, даже вот это уклонение от пули, это как бы не как-то резко истерично, это как-то очень плавно, очень как-то, знаете, вот он мне напоминает такого, знаете, такой вот какой-то монах. Вот не зря, кстати, он здесь, он прям монахом мне такого напоминает, именно по внутреннему состоянию. Поэтому его очень сильная сторона, понимаете? Его успех и его богатство, его известность, она именно, это как бы залог того, что, вернее, вот это его состояние, это залог того, что он стал успешен. Потому что для него деньги, да, это, конечно, классно, понимаете, но он их не воспринимает. Он, знаете, как на них смотрит? Как настоящий человек, я говорю, который говорит, который… Он воспринимает как человек по-настоящему, который горит идеей, понимаете? То есть он… Для него, вот, понимаете, вот эта карта, кстати, тоже хорошо отражает. Деньги – это побочный эффект
тех вещей, которые я делаю. Они по-любому будут, они по-любому как бы будут мне в мою жизнь приходить, потому что я делаю то, что мне нравится, то, что мне интересно, и как иначе, понимаете? То есть в первую очередь идея, в первую очередь интерес себя проявить даже, так сказать, понимаете, себя как-то показать, себя протестировать, какой-то вызов себе сделать, понимаете? То, что этот человек сейчас очень богатый, естественно, то, что этот человек уверенный в себе однозначно, то есть его вообще, знаете, мало волнует сейчас, что там говорят другие, что о нем думают, что там, кто про него, какие у него мысли, какие о нем впечатления, отзывы. Ему это настолько, как бы, даже не то, что все равно, это вообще как-то мимо него, это какая-то вот отдельная реальность от него, понимаете, которая к нему вообще не имеет никакого отношения. Потому что, я же говорю, он так сидит спокойно в своем мире, в своей жизни, и он просто как бы живет свою жизнь, понимаете. Это очень прекрасный пример, такая, знаете, сильная сторона человека, который просто делает что-то, что на самом деле нашло отклик и стало полезным для очень многих людей. То есть он очень любит то, что он делает, понимаете. Этот человек в первую очередь делает это не для того, чтобы, знаете, обогащаться, а потому что у него есть идея, он ее любит, он хочет развивать, улучшать и так далее. Поэтому он активный, деятельный. И вообще вот эта карта, кстати говоря, и здесь как этот король жезлов изображен, очень хорошо его показывает. У него он очень систематичный, он очень последовательный, он очень твердый, он очень... Вот это его очень сильная сторона, то, что он может монотонно делать какие-то вещи, он не будет сбиваться на какие-то внешние факторы от своей цели. И это не потому, что я вот так иду к своей цели. Нет, он спокойно, размеренно, в королевской позиции идет к своей цели. И здесь, понимаете, вот как вечный огонь. То, что я и сказала, понимаете, вот он идет, этот огонь в нем не сгорает. Он будет идти столько, сколько нужно, пока ему это не понравится, пока он не поймет, что вот и люди довольны, это откликается в людях и дает людям то, что они хотят, да, то есть это достигло, ну, как бы нужного результата. Восьмерка пентаклей. Вы знаете, я думаю, что человек на самом деле достаточно такой spiritual, да, то есть это его сильная сторона, то, что он живет достаточно, в принципе, в своей жизни не умом, а сердцем и духовными ценностями. Для него это очень-очень важно. То есть у него глубокий такой внутренний мир, ему гораздо интереснее то, что происходит внутри его, то, что происходит внутри каких-то понятий. Ему интересно разбираться в вещах, ему интересно на себе что-то чувствовать и понимать. То есть ему гораздо интереснее внутренний мир, чем внешний. То есть его это делает гораздо более счастливым. Вот. Еще, наверное, его, знаете, такая следующая сильная сторона, то есть он как бы такой человек потоковый, да, то есть есть люди, которые живут от ума, а он живет в таком вот потоке, как бы все время такой интуитивный. Он достаточно интуитивный, но при этом у него проявлена очень такая, знаете, янская солнечная энергия, в том смысле, что он имеет такую твердость и постоянность, все свои интуитивные какие-то порывы, свои какие-то моменты как бы вот последовательно нести в жизнь. Поэтому он успешный бизнесмен. Возможно, вы знаете, его даже сложно вот назвать успешным бизнесменом, понимаете, потому что это немножко не так. Он себя так не считает, понимаете, он так не считает, что он там успешный бизнесмен, он там про себя так не думает, у него другие слова по поводу себя. Он, кстати, королева пентаклей, здесь трубка кубков выходит, и вот шестерка пентаклей. Ну, на самом деле, это здесь все-таки сейчас про Телеграм выходит, да, потому что сильная сторона, он действительно считает это своим очень важным достижением, он этим гордится, и он, знаете, вот для него, он как это, кстати говоря, ощущает, то есть это, знаете, вот у меня есть что-то, сейчас я когда-то положу, у меня есть что-то, знаете, вот моя прелесть, у меня есть что-то мое очень ценное, но я это не зажму себе. Я хочу, чтобы людям это было полезно, чтобы люди этим пользовались. Я хочу делать это лучше. И благодаря этому и я стану богаче, и другие люди станут богаче, понимаете? И все будут счастливы, понимаете? И это принесет людям радость. То есть для него, понимаете, вот такой, помните, как мы смотрели, кого мы смотрели? Кого-то из героев посмотрели, да, то есть там Земфира, кстати, тоже такой типаж, очень похожий, да, то есть я напрямую с людьми не взаимодействую, но вот у меня есть что-то для вас, музыка, у него конкретно продукт, у меня есть для вас продукт, на котором вы можете зарабатывать деньги, который может принести вам пользу, на котором вы можете строить свой бизнес, на котором вы можете общаться с близкими вам людьми, понимаете? И вот это, понимаете, и вот это доставляет ему большую гордость. Ему это, понимаете, я же говорю, вот он держит это при себе, это мое, знаете, что это мое. Но, пожалуйста, пользуйтесь и радуйтесь, понимаете. Ему очень важно, чтобы это откликалось с других людей. Это его очень сильная сторона, понимаете.
Понятно, что вы скажете, понятно, что он делает это, там, это бизнес, это проект для людей. Тут вопрос не в этом, вопрос именно отношения к тому, что ты делаешь, понимаете? И как ты относишься к тому делу, которым ты занимаешься. Это очень, очень важно. Это очень большая разница, как многие люди этим занимаются, понимаете? Потому что для него мир, соединение мира, объединение мира, как для человека, знаете, такого новой формации, он вообще, в принципе, человек уже, ну, как бы на высоких вибрациях живет достаточно давно, понимаете? Поэтому он в уединении, поэтому он в своем пространстве, потому что он не хочет соприкасаться с миром в тяжелых старых энергиях. Поэтому он нашел способ, понимаете, когда люди могут общаться быстрее, легче, красочнее, информативнее, понимаете? И он это отразил в своем продукте, да, как отражение формата нового мира, который он чувствует, который он видит и которым он сам хотел бы жить, понимаете, когда люди общаются без всяких, да, преград, вот, я бы так сказала. Вот как-то так идет императрица. Ну, действительно, тоже карта мира. Это я же говорю, он этим живет, это его самое главное детище, для него это не то, что важно, это вообще, это очень-очень важно, понимаете, это самое главное. И я слышала, что там недавно были новости, что-то там какие-то блокировки или еще что-то, да, какие-то там разбирательства, но вот это, вот если мы там смотрели, там какие-то пули летят, еще что-то, вот это все его не беспокоит вообще никак, я бы сказала, от слова совсем. То это не то, что его не беспокоит, это как его дитя, которое, как на него смогли посметь там замахнуться, поднять руку и так далее. То есть это действительно его тревожит. А это не потому, что только потому, что я там могу потерять свой доход или еще что-то. Это его тревожит, потому что это его дитя, это его детище, которое кто-то может как бы посягнуть и так далее. Вот это у него вызывает, знаете, даже такие панические атаки. Я вот смотрю такое состояние, потому что он, знаете, в нем это вызывает огромную тревогу. Но я же говорю, такой человек, понимаете, очень уже духовно зрелый, и он спокойно будет. Он не будет вести борьбу эмоционально. Да, он переживет внутри вот это состояние очень сильно, внутри переживет его, но потом во внешний мир пойдет уже проявление каких-то очень четких, структурных таких вот действий. То есть действия будут очень сбалансированы. Понимаете, я же говорю, как у него раздрай. Он пошел в пещеру, в этой пещере соединился с собой, и потом пошел в мир и снова или дал какую-то идею, или что-то разобрался с какими-то проблемами, да, то есть это не суетливая там идет энергия, а очень такая, знаете, какая-то зрелая, это очень сильная его сторона, кстати. Ну да, видите, я же говорю, вышла эта поза. Вот это, кстати говоря, вот он так живет всю жизнь, я же говорю, король кубков. Человек эмоциональный, чувствительный, он умеет со своими эмоциями справляться, он умеет уже с этим жить. И он идеально кайфует, дрейфует от своей жизни, вот я вам хочу сказать. То есть это состояние, вот дай бог, чтобы каждый поймал его в своей жизни. То есть это очень сильная сторона, что он соединяет успех, деньги с собой. И он умеет жить своей жизнью, умеет делать выбор, жить по своим правилам, жить по своим чувствам, жить по сердцу, так, как я хочу, так, как я это вижу. И ему не хочется, и он не позволит, чтобы ничего нарушило его покой, его жизнь и его выбор, понимаете? Вот это очень интересный сегодня герой, интересный расклад, очень мне резонирует. Многие герои мне резонируют, даже кто-то мне писал, что вот вы любите, или я там люблю, да, вот я не ожидала, что я сегодня буду его смотреть, у меня сегодня была вообще на очереди совершенно другой герой. А потом я оказалась здесь почему-то, и почему-то мне потянуло. То есть у меня был уже этот герой в голове, но сегодня мне захотелось на него сделать. Ну и, конечно, для него очень важна команда. То есть он, возможно, как бы лицо команды, мы все это прекрасно знаем. Но человек, который не только свое лицо команды, понимаете, вот он не только лицо как бы команды и как бы перед миром олицетворяет свой продукт. Это человек, который имеет прямое отношение, понимаете, он эту энергию несет через себя, то есть на его энергии это все строится. Да, может быть, другие люди делают что-то другое, они делают какую-то повседневную работу, но, вы понимаете, вы не должны, вот я вам как человек, который в прошлом, да, то есть я тоже лидер команды, да, то есть у меня была своя как бы, да, студия, поэтому многие люди, помощники, могут очень много помогать и делать повседневных дел. Но когда ты убираешь отсюда лидера, все рассыпается. То есть на его энергии, на его, вы, в принципе, вот понимаете, в больших корпорациях, в больших командах все держится на энергии этого человека. А его энергия очень сильная, очень светлая, очень мощная, понимаете? Поэтому проект успешный. Вот. Здесь она в позе дерева у нас, понимаете, стоит. Вот это вот, видите, везде он сидит на этой колоде. То он
в позе лотоса, то он здесь в позе дерева. То есть я же говорю, человек, возможно, я там, не знаю, по-моему, да, он там занимается йогой, спортом, чем-то он занимается, но, в принципе, он практиками какими-то занимается, то есть он, в принципе, умеет уже. И не то, что он начинающий, он это уже вплел давно в свою жизнь, понимаете, он уже давно жонглирует своей жизнью и живет достаточно, понимаете, такой вот жизнью. Где-то я проявляюсь, где-то не проявляюсь, где-то я живу как все, где-то я живу по-своему. Очень интересный сегодня герой, дорогие мои. Ну что, с вами была Ева. Давайте пишите в комментариях обязательно, кто вам понравился из моих прошлых героев, кого вы хотите увидеть снова, кого будем разбирать. Пишите в комментариях, как вам срезонировал Павел Дуров и все, что сегодня нам о нем показал поток. Вот. У меня есть основной канал Ева Оракул Таро. Переходите туда, там рассказы для женщин, если вам это интересно. Ну а мы с вами увидимся. Подписывайтесь на канал, поддержите мой новый проект. Мне будет очень приятно. Я знаю, что половина моих зрителей, которые смотрят, они не подписаны. Подпишитесь, пожалуйста. Для меня это очень на данном этапе важно и значимо. Благодарю вас. До связи.